Добрый день, друзья! Меня зовут Елизавета Акинфеева, я сотрудник компании Smart Business. Занимаюсь системами Microsoft, конкретно ERP-системами, и сегодня мы с вами поговорим о CRM Online плюс Power BI, Power Apps. На прошлой встрече мы с вами говорили об основных свойствах Power Apps, о том, что мы можем создавать простые приложения с помощью базы данных CDS, с помощью базы данных CRM, какие приложения мы можем создавать, какие функции и так далее. А сегодня мы с вами более детально посмотрим другие свойства Power Apps. Вот мои ссылки на другие смарт-опции, в том числе по Axapta, так как я ранее занималась конкретно разработкой Axapta 2012 и 365 for Finance and Operations. Также есть опыт работы с Power Apps, с CRM, с Microsoft Flow и с Power BI, то есть с Power платформой. Сегодня мы с вами посмотрим, что такое Model Driven, Canvas приложение в Power Apps. Далее посмотрим возможность подключения Power Apps офлайн. Так как онлайн это понятно, мы можем создавать приложения онлайн, загружать данные, что-то с ними делать, добавлять, удалять, изменять. Далее посмотрим, у нас будет краткий экскурс в Power Apps портал. Это новая система, мы буквально 5 минуток о ней посмотрим, расскажем то, что сейчас есть. Итак, на прошлом смарт-токсе мы с вами смотрели Power Apps с созданием Canvas приложения. Canvas приложение у нас строилось на основе Microsoft CRM и на основе CDS. Мы смотрели разницу и все-таки смотрели, с чем лучше работать. Есть также приложение Model Driven. Если мы с вами пойдем в Power Apps приложение, makepowerapps.com, заходим на нашу среду. Далее мы можем создать приложение, и мы видим Canvas, Model Driven, портал. Портал сейчас находится в режиме превью. Мы о нем поговорим. Мы создавали приложение Canvas. Также можно создавать приложение Model Driven. Это Model Driven приложение строится на основе какой-то базы данных CDS. И вот же в чем разница между Canvas и Model Driven. Если мы хотим построить наше приложение на основе каких-то данных не Microsoft, например, то нам дорога в Power Apps Canvas. Потому что Model Driven, он строится исключительно на CDS на данном этапе. Можно использовать те сущности, которые у нас есть в CRM, но в основном идет манипуляция с CDS-базой. То есть мы создаем CRM-солюшены, но при этом понимаем, что у нас изменяются данные через CDS. И также смотрим, что у нас растет вот по графику сложность с манипулированием данным, если мы используем Power Apps Model Driven, потому что Model Driven, он, как мы дальше увидим, разница между Canvas и Model Driven, используется Model Driven в основном не для того, чтобы сделать какой-нибудь красивый интерфейс, а мы фокусируемся больше на компонентах. То есть на Entity, когда мы создаем Power Apps Model Driven, у нас user интерфейс прописывается самостоятельно, то есть мы не можем выйти за рамки интерфейса, который у нас был стандартный в CRM. А используя Canvas, мы можем настраивать разные контролы, менять их месторасположение, как мы делали это в прошлый раз. Сегодня тоже немножко посмотрим для других целей. Также тут мы видим под итог, что Canvas мы можем использовать для Microsoft и не Microsoft источников данных, а Model Driven — это CDS база данных. Далее Canvas мы можем использовать для того, чтобы делать разные контролы.
менять их поведение. То есть приложение у нас становится интересным, более, может быть, не бизнес-ориентированным, но также можно и делать для бизнес-заказчиков. Model Driven у нас в основном это сфокусировано на компонентах. Canvas в основном используется для создания более-менее простых приложений, а Model Driven мы можем использовать для сложных, то есть там, где мы можем прописать какие-то процессы, которые выполняются автоматически. Когда мы создаем Model Driven, нам не нужно задумываться об интерфейсе, где что у нас будет расположено. Мы настраиваем sitemap, смотрим, где у нас будет какая форма, но при этом саму форму мы настраиваем стандартным образом, как это делается в CRM. И сейчас мы с вами посмотрим, когда я создаю Model Driven, просто выбираю этот пункт в меню. Далее у меня происходит создание приложения, что-то похожее на CRM. Могу дать название. Smartbox Demo. Могу поменять иконку. Нажимаю Done. И у меня создается приложение. Я должна сейчас настроить sitemap. Я беру предыдущие наработки, то есть, напомню, у нас был магазин, точнее, список магазинов, куда нужно было нам доставлять нашу продукцию. То есть мы вырабатываем, не знаю, какую-то, например, там хлеб изготовляем. То есть продукцию, которую нам нужно доставлять каждый день. И вот мы показывали на примерах сущности Shops, смотрели с вами. Итого, sitemap. Я выбираю «Редактировать». То есть, по сути, это стандартное, как есть это в CRM. Могу переименовать New Area. Новая группа, New Sub-Area. Здесь выберу Entity, сущность. Да, и вот выберу. У нас там были магазины. Все, в принципе, да. Нажимаю Save and Close. При этом надо понимать, что вот сейчас я добавила эту сущность, и она будет отображаться у меня в CRM-ном интерфейсе. И то, как она будет отображаться, какое view будет использоваться, зависит тоже от того, как вы ее настроили. То есть все равно нужно идти в CRM-солюшены и там настраивать предпросмотр вот этих данных. И где я его создала? Вот оно, мое приложение. И когда я смотрю на список всех своих приложений, то справа я вижу, какого типа оно было создано. То есть первые два — это Canvas, дальше у меня идет Model Driven. И когда вы только создаете окружение, заходите и хотите посмотреть список своих приложений, у вас по умолчанию будут уже созданы какие-то. Можете потом посмотреть, например, вот этот Solution Health Hub, это какие-то демо-приложения. Вы можете на них посмотреть и выбрать себе какие-то функции, которые далее будете использовать. Выбираю свое приложение. Должно пройти какое-то время. Я уже разворачивала Model Driven для демонстрации. Я вам его открываю. То есть мы видим CRM-ный user interface. И я вижу, что вот я добавила сюда Shops и Schedule. То есть у меня есть, если кто не смотрел предыдущие выступления, то магазины — это список всех магазинов, которые у меня есть, куда мне нужно поставлять товары. И расписание — это в какой магазин, кто должен в этот магазин отвезти продукты. И также дата работы, то есть в эту дату этот человек должен отвезти продукты в такой-то магазин. Также
Далее вы можете настраивать это приложение так, как вам удобно. Можно настраивать Flow, можно сюда же подключать Power BI. Тоже, чтобы было понятно, если мы откроем какое-нибудь канвасное приложение, то мы сюда можем поместить Power BI Control. И у нас здесь прямо в приложении будет отображаться Power BI отчет. То же самое и с CRM, ну, это понятно. То есть, кто работал с CRM, знает, что можно добавлять какие-то свои отчеты и визуализации, дашборды. То же самое можно делать и в Power BI Canvas. Сейчас я покажу, где этот контроль находится. Допустим, я создаю новый пустой экран. И вот здесь у меня есть возможность Insert, Control, и вот здесь есть Power BI Tile. Точно так же есть Forms Pro Survey. То есть можно опросник, можно Power BI Tile, можно PDF добавить, какие-то другие контролы. То есть можно смотреть, добавлять себе, какие нравятся. И вот, например, сейчас у меня нет Power BI отчетов, но по умолчанию у нас, когда мы создаем Power BI, у всех есть My Workspace, дефолтное окружение. Далее выбираем дашборд и какой-то тайл, который будем здесь отображать. Также хочу сегодня еще показать работу с Microsoft Flow. Чтобы перейти на Microsoft Flow, мы также находимся на сайте Make Power Apps. Также можно переходить на Power Apps Administration. И вот здесь у нас есть вкладочка Flow. Немножко подтормаживает. И вот у меня первоначальное окошко приветствия с Microsoft Flow. Что из себя представляет Flow? У нас есть какие-то get-post-запросы, то есть мы можем достучаться к каким-то сервисам и получить оттуда данные, получить оттуда какую-то информацию и отправить ту же информацию. Например, мы можем создать какую-то, не знаю, самый простой flow. Тут я пропускаю все шаги. Например, я хочу отправить сообщение по какому-то триггеру. И в данном случае я хочу, чтобы этот триггер у меня был мой Power Apps. Для этого я в поиске ввожу Power Apps. Вот у меня есть. И как триггер. То есть Power Apps будет вызывать у меня Microsoft Flow. Flow будет отрабатывать на это событие. То есть я, например, повешу это Flow на кнопку, и тогда при нажатии на кнопку у меня будет отрабатывать это Flow. А Flow само по себе может выполнять самые разные функции. Например, я захочу отправить сообщение. Вот мы видим, я ввожу Outlook в списке, и здесь можно создать ивент какой-то, создать контакт, отправить сообщение. Вот я выбираю «Отправить сообщение». Далее у меня идет подключение к моей учетной записи. В том числе это будет происходить не только с Outlook, но и с другими продуктами Office 365. То есть если я буду подключаться к OneDrive или к SharePoint, то мне тоже нужно будет вводить учетную запись. Далее мы с вами видим вот этот коннектор, то есть коннектор к Outlook, и в нем есть разные настройки. Кому я хочу отправить сообщение, какой будет наша тема переписки, и само тело сообщения. И в данном случае, когда мы выбрали Send Email V2,
то видим, что здесь HTML-разметка. То есть мы можем создавать какой-то шаблон с помощью HTML-кода. Сегодня я буду показывать простой пример. И также важно отметить, что то, кому я отправляю, это можно настраивать. То есть я хочу отправлю для примера самой себе. Но также важно понимать, что вы можете отправлять не только от своего имени, но также от кого-то другого. Но для этого нужно сделать определенные настройки. В том числе это можно сделать в Office 365 либо же в десктопном приложении Outlook. Нужно указать, от чего имени я могу... Даже не так. Кто может отправлять сообщение от моего имени? И тогда тот человек сможет, например, от моего имени отправить рассылку определенной группе людей. Это удобно, если мы делаем рассылку, например, от HR, от админ организации. Тогда это письмо будет без указания конкретного человека, кто его отправил. Я указываю тему своего сообщения. И дальше вы могли заметить, что когда я навожу на какое-то поле, какое-то свойство этого коннектора, то справа у меня появляется окошко подсказки. Это называется динамический контент. Вот я его убираю, могу добавить. И вот здесь у меня параметры запросить в Power Apps. Что это будет означать? Это будет означать, что когда я вызываю это flow, нажимаю на кнопку, вызывается flow, то это flow должно передать мне параметр send email v2 body. И этот параметр подставится в текст сообщения и отправится нашему адресату. Я сохраняю. И важно еще заметить, я сейчас создала правильно, то есть вы должны создавать Microsoft Flow в том же environment, где и Power Apps, иначе вы не сможете воспользоваться этим Flow. Далее мы с вами для примера создадим ту самую кнопку. То есть я создаю новый скрин, и я хочу добавить, сделать insert, button. Вот у меня какая-то кнопка. И как же мне привязать этот control? К этому контролу Microsoft Flow я перехожу в Actions, при этом мне нужно стоять на этой кнопке, нажимаю Flow. И здесь у меня есть в списке те Flow, которые мне доступны под моей учетной записью. В том числе я могу создать новое Flow прямо отсюда. То есть если я сейчас нажму на Create a New Flow, то будет редирект на страничку Flow, где я буду создавать новое приложение. То есть можно было отсюда создавать, можно переходить в Microsoft Flow, настраивать сначала там, потом здесь подключать. Итого, я выбираю это Flow. У меня происходит добавление. И вот что мы видим. Когда я стою на button, у меня есть функция или свойство onSelect. Что будет происходить? У меня будет вызываться PowerApps Send Email V2, то есть вот его название. Его можно переименовать, как мы хотим, но уже так оно создалось, то пусть так и будет. И далее .run. И в скобках мы передаем параметры, которые далее будут использоваться вот тут в письме. И я напишу в какой-нибудь текст. То есть тут я могу производить разные вычисления, после чего могу передавать как параметры в Flow. Я передам ему параметр SmartBox. Видим, что у нас нет никаких красненьких крестиков, обозначающих ошибку. Запускаем. Нажимаем на кнопку. Хорошо бы потом сделать окно оповещения о том, что у нас письмо отправлено для удобства пользования. И далее
Далее надо зайти по свою учетку, чтобы показать, что сообщение пришло. Но у меня на телефон оно пришло, вы не увидите, так как здесь у меня учетка под нашу CRM-ку. Оно работает, можете проверить. Также давайте сделаем с вами то самое окошко оповещения о том, что у нас отправлено успешно сообщение. Переименуем нашу кнопку, назовем ее Send Email. И далее, когда я нажимаю на эту кнопку, у меня должно появиться какое-то окошко. Как же мне это сделать? Для этого я иду во вкладку Insert и добавляю здесь, допустим, лейбл. Этот лейбл у нас будет говорить о том, что сообщение отправлено. Вот я написала, что email is sent. И далее оно должно появляться только в том случае, если я нажала на эту кнопку и сообщение действительно отправилось. Первый случай, как я могу это сделать? На onSelect этой кнопки после выполнения этого flow, запуска flow, я могу создать параметр, то есть я вызываю функцию set. Далее прописываю имя моей переменной is send true. Далее я становлюсь на label 2 наше сообщение, и мне нужно сделать его видимым только в случае, если у нас письмо отправлено, либо кнопка нажата. Для этого я выбираю свойство visible и здесь прописываю нашу переменную isSend. Вот я нажала на кнопку, и у меня появилось сообщение о том, что email отправлен. После чего мы можем сделать разные варианты дальнейшего поведения, например, сделать эту кнопку неактивной, либо добавить кнопку ОК, которая будет закрывать наше сообщение email is sent. И мы дальше сможем опять отправить сообщение и так далее. Другой вариант нашего этой реализации – это все-таки получить информацию о том, отправилось у нас сообщение или нет. Если мы пойдем в наше Flow, Microsoft Flow, нажала Save, у нас сохраняется на всякий случай. Я могу посмотреть историю запуска. Вот у меня написано succeeded, то есть было успешно отправлено, но из интерфейса PowerApps я об этом никак не знаю, поэтому давайте перейдем, посмотрим, что у нас было. Вот PowerApps, был какой-то вызов, у нас была схема, какие-то входящие параметры, и был output, и мы в output получили SmartTalks, который далее передали в тему письма. Не в тему, в боди письма. И мы видим, вот написано P, то есть параграф на языке HTML, оно само создало разметку того, как выглядит само письмо. Давайте перейдем к редактированию Microsoft Flow. После того, как мы отправим сообщение, нам нужно сказать о том, что сообщение отправлено. Для этого мы добавляем новый шаг. То есть, по сути, мы должны в PowerApps вернуть какую-то переменную. И мы ищем здесь PowerApps. Ответ в PowerApps, respond to PowerApps. Я выбираю какой-то output. Yes, no. И пишу yes. Сохраняю. Теперь, почему же я сразу выполняю, то есть, как я могу проверить, у меня отправилось или не отправилось? Дело в том, что если у нас произойдет ошибка вот на этом этапе, то дальше Flow не пойдет. Оно остановится на этом этапе, соответственно, ответ в
PowerApps мы никакой не получим. Поэтому я так легко могу написать, что в PowerApps я отдаю переменную со значением yes, то есть это константная переменная, чтобы было понятно, мне здесь не надо делать какую-то проверку, было ли отправлено сообщение и так далее. То есть, если у Flow возникает ошибка, она дальше просто не идет. Поэтому переходим в наше приложение. Далее вот у нас выполняется Flow. Когда мы возвращаем из Flow какую-то переменную, мы можем записать ее в другую переменную в PowerApps. То есть мы можем оставить и в таком формате, нам не важно получить ответ какой-то, а можем создать переменную, куда запишем значение, которое нам вернет Flow. Я опять использую функцию set, записываю в переменную isSend, запятая, выполнение Flow. И тут мы понимаем, что вот эта переменная уже не нужна, потому что здесь-то мы записываем true, но если нам сюда вернется false, и сообщение не отправится по какой-то причине, то мы все равно назовем его true и напишем, что сообщение отправлено. Но это будет неправда, поэтому далее мы не переопределяем эту переменную, просто выполняем присвоение от значения, которое нам вернет Flow. Сейчас я сохраню здесь Flow. Также важный момент, когда вы делаете какие-то изменения в Flow, то PowerApps может не сразу и не всегда потянуть все эти изменения. Поэтому самый лучший вариант, что вы можете сделать, это проделать все то же самое, только заново. То есть, нажимая на эту кнопку, я выбираю Flow и выбираю то же самое Flow. Да? Вот тут у меня написано, что ассоциированных с этой кнопкой есть одно Flow. Я выбираю не ассоциированное. После чего у меня происходит обновление моей функции onSelect. Я все скопировала, поэтому я легко сделала вот такую замену. То есть, особенно если вы меняете количество параметров, добавляете еще какое-то. Например, у меня здесь будет body, тот, который был. И я дальше опять выберу параметр asking PowerApps. У меня добавится еще один. То особенно после этого у вас PowerApps никогда не прочитает это изменение. Соответственно, вы не сможете передать туда еще переменную. Либо удалить какую-то переменную, если вы ее удаляете. Выполнили замену. Сейчас посмотрим, у нас какая-то ошибка здесь. isSend. Точно. Все дело в том, что вот когда мы делаем какой-то, отправляем ответ в PowerApps, мы можем передать не только одну переменную, мы можем добавить еще много разных других. И как именно понять, какую вы передаете, вы после выполнения этого flow нажимаете точка, выбираете параметр isSend. То есть, соответственно, сюда нам передастся тип boolean, то, что на сообщение отправлено. И даже вот мы видим сейчас, какое значение оно принимает. Давайте протестим. Сообщение вроде как отправлено. Сейчас с вами посмотрим статус. Succeeded. Да, передали мы yes. Скорее всего, надо передавать true. То есть yes, no, оно так пишет. Передадим true, посмотрим.
То есть надо передавать true или false. И вот мы видим, что email отправлен. Давайте специально спровоцируем какую-то ошибку и посмотрим, как в этом случае у нас будет отрабатывать flow. Так, наверное, не получится, но мы, например, можем... Что же мы можем сделать? Как нам сделать эту ошибку? Можно попробовать так. Интересно, отправится оно или нет. Кстати, после того, как вы сделали какие-то примеры на этом flow, то есть запускали его, вы можете его протестить прямо из рабочего места и вот выбрать тест flow. Каким образом? Используя данные из предыдущих запусков, либо запускать вручную. Я хочу выбрать предыдущие запуски. Просто выбираю определенный запуск, нажимаю тест. Так, и... надо все-таки запускать. Ну, видим, что у нас все равно прочитала правильно. Ну, то есть посчитала, что почта правильно. Единственное, что никому письмо не придет. Но суть в том, что если мы передадим сюда no, точнее false, то, соответственно, мы не увидим здесь сообщения никакого. Итого мы с вами посмотрели сейчас отправку имейла с использованием Flow. Далее я хочу перейти на работу приложения онлайн-оффлайн. Тоже я делала разные примеры. Если говорить о том, когда мы создаем приложение в Power Apps, то у нас используются разные коннекторы. Коннекторы к разным данным, и в том числе это могут быть и сервисы, и наземные приложения, какие-то базы данных и так далее. И, понятное дело, для того, чтобы создать приложение, достучаться к данным, делать какие-то манипуляции с данными, то нам нужен интернет, потому что весь сервис облачный. Но что делать, если у нас плохой интернет? В данном случае Microsoft предложил решение, мы можем использовать офлайн режим. Соответственно, мы понимаем, что существуют разные ограничения при работе с офлайн. Тем не менее, как это происходит? Вот мы видим онлайн-офлайн, то есть я сейчас покажу, как это было реализовано в Power Apps. Основная идея в том, что когда мы находимся онлайн, то мы записываем данные напрямую в базу. Если мы находимся офлайн, тогда мы записываем данные в временный кэш-файл, который потом мы считываем при загрузке приложения. То есть у нас есть свойство onStart для Power Apps, и при запуске приложения мы смотрим наш файл, кэш-файл, и оттуда данные уже записываем напрямую в базу. Перейдем к приложению. Я добавила сюда признак онлайн или офлайн. Как он работает? Я буду показывать пока что только онлайн, потому что если я включу офлайн, то у нас закончится трансляция. Поэтому сам по себе онлайн. Что это из себя представляет? Вот эта надпись. Это обычная лейбл, куда я прописала свойства. Для свойства текст я прописала условия. Если у нас connection connected, то есть если связь есть, тогда я прописываю значение онлайн. Если нет, тогда я прописываю офлайн. И как мне поменять цвет? То есть вот тут мы видели офлайн у нас красным. Мы находим свойство fill. И сюда прописываем, если connection connected, тогда зеленый цвет, иначе красный цвет.
С индикатором определились, но нам дали, тут, кстати, в презентации я описала, какие свойства нам нужны. Далее, как же нам заполнять данные. И тут понадобится немного больше кода, чем мы, наверное, привыкли при работе с Power Apps. Первое, что нам нужно сделать, это на вкладке On Start, то есть на старте приложения, мы должны прописать загрузку данных, что, собственно, происходит вот в этой части. То есть если у нас используется несколько источников, несколько коллекций мы уже рассматривали, то есть наборы каких-то строк, тогда мы можем несколько раз загрузить данные. То есть у нас будет несколько кэш-файлов. И далее, когда у нас происходит загрузка приложения, старт приложения, то мы смотрим, что если у нас наша коллекция не пустая, временная коллекция, и при этом есть связь с интернетом, тогда мы проходимся по всей коллекции и просто-напросто вставляем записи. В данном случае я вызывала Microsoft Flow, то есть у меня Flow выполняла записи. Вы можете использовать метод patch, то есть вы указываете, в какую entity вы вставляете данные. Патчем вы можете как создавать, так и обновлять данные. Если интернет-соединения нет, тогда далее у нас не происходит никаких действий, то есть мы дальше просто работаем с нашей системой. И вот тут я показываю пример того, как нам записывать данные. То есть вот, когда я произвела какие-то изменения в данных, хочу сохранить, нажимаю кнопку и опять-таки проверяю. Если у меня интернет-соединение стабильно, тогда я делаю патч, то есть вставляю какие-то данные напрямую в базу. Если нет, тогда я записываю все эти данные в коллекцию. Это может выглядеть достаточно трудоемко, из-за того, что у вас может быть много entity и много разных колонок в этой entity. После чего мы сохраняем данные во временной коллекции. И с оффлайном все. То есть демонстрацию пока что усложняется из-за наличия трансляции. Поэтому сейчас я вам хочу также еще рассказать немного о Power Apps. Power Apps появился не так давно, точнее Power Apps платформа, Power Apps портал. Он из себя представляет сайт. То есть Microsoft первое, что сделал Microsoft Flow, потом Power Apps. То есть мы можем создавать приложения, не зная ни Android, ни iOS, а теперь мы еще можем не знать HTML, JavaScript и фронтенд. На данном этапе разработка Power портала находится на начальном уровне, поэтому какие-то функции могут быть недоступными. Но мы должны понимать, что в скором времени это будет использоваться очень часто и многими. Как мы создаем Power Apps портал? Для этого вот здесь выбираем портал. Create an application. Далее даем какое-то имя ему, адрес, то есть это по сути ссылка. И дальше выбираем язык. Я сейчас не буду его разворачивать, потому что когда я его разворачивала, это заняло около часа. После чего, когда он таки развернулся, у меня появилось приложение, сейчас вам покажу, Model Driven, там, где хранятся все ссылки, в том числе там была ссылка на мой портал. И если я на него перейду, то сверху я вот вижу то, как я его назвала, дала имя для отображения по URL. И
Для общего понимания, что такое, для чего вообще был сделан этот портал, когда создавали обычный PowerApps, то этим PowerApps могли пользоваться только внутренние сотрудники, то есть под одним тенантом можно заходить и пользоваться этим приложением. А что если мы, например, делаем CRM-ку, у нас есть клиенты, и мы хотим, чтобы эти клиенты могли воспользоваться этим приложением. Например, через наше приложение сделать заказ. Например, они хотят купить какие-то продукты, и автоматически вот мы видим кнопку Sign In, то есть они могут зайти. Здесь используется Azure Active Directory B2C, то есть если мы говорим о внутренних сотрудниках, то есть когда мы используем Azure Active Directory, то все наши коллеги могут заходить под Azure Active Directory, им не нужно ввести какой-то отдельно логин, пароль, данные для того, чтобы заходить в эту систему. А если мы говорим о портале, то основное его преимущество в том, что к нему могут достучаться из Azure Active Directory B2C, то есть для наших клиентов есть отдельная директория, где мы сохраняем все данные о наших клиентах. Далее, что здесь можно менять? То есть сейчас я нахожусь в режиме просмотра. Если я хочу что-то изменить, то я перехожу в список моих проектов, выбираю Edit для этого проекта. Также мы видели, вот сейчас написано Preview, то есть еще рано говорить о каких-то продакшенах, но уже можно смотреть и пробовать делать какие-то приложения. В верхнем левом углу мы видим возможность создать новую страницу, можем посмотреть, как это будет выглядеть, какие-то настройки, параметры. Здесь мы видим элементы нашей страницы. Если мы хотим посмотреть, как это выглядит в коде, то снизу вот есть такой значок, тег, где мы нажимаем на какие-то элементы страницы и видим, что представляет из себя этот элемент в коде. Для кнопок не прописывается, но я думаю, что это из-за того, что пока что на этапе разработки все происходит. Ну вот, например, что я добавила? Я добавила сюда параграф, где у меня написано SmartTalks. Это может быть ссылка, то есть я могу прописать href, и тогда у меня будет редирект на сайт SmartTalks. Далее сюда еще можно добавить разные элементы. Я добавляла вот как текст, можно делать это линки, в том числе и кнопки можно прописывать, куда они переходят. Чтобы посмотреть вот все элементы, которые у нас есть, все страницы, слева мы видим вкладку Pages. Ну и здесь мы можем выбрать Sitemap, Contact Us, то есть все элементы, можем на них переходить и просматривать, что-то делать, манипулировать этими страницами. Есть также вспомогательные таблицы. Следующая вкладка — это компоненты. То есть, что мы хотим добавить? Например, мы хотим добавить какую-то колонку, либо две колонки и так далее, текстовые, картинки. После чего вкладка «Тема», пока еще ничего нет у нас. Тут видим, что планируется в будущем, наверное, что-то интересное. После чего темплейты. Вот здесь у нас хранятся источники всех страниц. Если мы посмотрим сюда, то увидим, что нам сразу открывается код-эдитор, и здесь мы можем вот в онлайн-режиме редактировать наши страницы с помощью этого код-эдитора. Что-то похожее на Visual Studio. И в дальнейшем, я думаю, что они все-таки сделают это более user-friendly. Ну, то есть мы можем вот просматривать и что-то редактировать прямо тут.
Пока что вот класс, например, я в системе не нашла, но, возможно, оно где-то есть. То есть это CSS, может быть привязано к нему и к тому, как у нас будут расположены все элементы на страницах. Также можно поменять фон. Как можно писать новую информацию. Оно еще работает не очень хорошо. У меня с этим сложности. То есть вот только что я могла написать, сейчас уже не могу. Ну, то есть это все пока на этапе разработки. Лучше всего на данном этапе воспользоваться редактором кода. Итого мы получим в итоге, когда у нас выйдет больше обновлений, получится возможность создавать сайты методом drag and drops, что будет, в принципе, очень удобно и потребуется меньше знаний и разработчиков. На данном слайде вы видите полезные ссылки. Первое, вы можете зайти посмотреть на PowerApps, документацию. Далее блог PowerApps «Как делать офлайн». То есть, если возникнут какие-то вопросы, можете обращаться туда. Также в этом блоге описано много полезного, интересного для PowerApps, взаимодействия с Flow, с CRM и SharePoint. После чего сама документация по Canvas, тоже по офлайн, то есть то, откуда я черпала информацию. Спасибо за внимание, спасибо, что пришли.